Overlay. Это скрипт, который позволяет вывести отображение векторных объектов поверх всех слоев, не покидая выделенного слоя и экшена. Это может быть полезно сразу в нескольких случаях. Первое применение – это использовать Overlay, когда нужно ориентироваться под векторную форму из другого кадра или слоя, и при этом нет возможности использовать просвет. Вы можете столкнуться с этим, когда работаете внутри переключателей. В моем случае этот скрипт очень пригодился при переходе ртов из фронтального положения в боковой при повороте головы, где рты были в разных переключателях. Также это помогло мне держать форму всей библиотеки глаз при повороте головы, сделав оверлей одного глаза и поправив под него все остальные. Второе применение – это использование отраженного оверлея для создания смартбонов поворотов головы. Мы делаем поворот в одну сторону, создаем отраженный оверлей и по нему делаем противоположный поворот. Так проще, быстрее, и результат будет всегда точным в обе стороны. Третье применение – это проверка симметричности векторных форм. К примеру, этот рот. Я не хочу делать полностью симметричные формы, это скучно. Но хочу проверить, насколько они несимметричны, и немного их подровнять. Это поможет мне увидеть места, где форма сильно отличается, и ослабить эти отличия. А теперь посмотрим, как работает скрипт. Диалог скрипта имеет несколько разделов. Первый раздел позволяет вам выбрать действие, которое будет выполнять скрипт. Он основной. Здесь можно создать оверлей, удалить, показать, скрыть, а также взять пивот. Второй раздел позволяет нам настроить, как именно будет создаваться оверлей. К примеру, мы хотим обновлять один и тот же слой оверлея или каждый раз создавать для этого новый. Хотим ли мы использовать собственные выделения точек или чтобы скрипт выделял их автоматически. Третий раздел позволяет нам настроить вид оверлея, убрать заливки, настроить прозрачность, покрасить и изменить толщину контура. Четвертый раздел позволяет настроить отражение оверлея. Пятый – настроить, с какого кадра будет создаваться оверлей, с текущего или с выбранного. Теперь давайте подробнее. Вы можете создать оверлей, основываясь на выделенных точках или всего содержимого слоя, или даже нескольких слоев сразу. Чтобы создать оверлей, выберите режим Create Overlay. Советую сразу включить опцию обновления оверлея, если вы не планируете создавать их на разных слоях. Жмем ОК. Все просто. Теперь давайте создадим оверлей с настраиваемым отображением. Поменяем прозрачность, толщину контура, перекрасим контур и отключим заливки. Жмем ОК. Мне так больше нравится, вы же можете настроить под себя. Теперь давайте создадим отраженный оверлей. Для начала нам надо назначить пивот, от которого он будет отражаться. Вы можете использовать две крайние точки головы, чтобы назначить пивот из их центра. Выделяем точки, выбираем Set Custom Pivot. Опция Use Shapes Center в этом случае должна быть отключена. Жмем ОК. Выделяем то, для чего нужно создать оверлей. В данном случае рот, глаза и нос расположены на разных слоях. Теперь запускаем скрипт еще раз, возвращаемся в режим создания оверлея и включаем опцию Flip Overlay. Выбираем Custom Pivot и жмем ОК. Небольшой совет. Используйте опцию Mirror Flip для проверки, чтобы убедиться, что отраженный оверлей расположился правильно по отношению к форме головы. Если вы хотите взять пивот из центра всех форм в слое, стоит использовать опцию Use Shapes Center. Она отличается тем, что центр будет вычисляться именно из форм, а не точек. Если опция Use Shapes Center будет отключена и в слое нет выделенных точек, пивот будет взят из положения Origin текущего слоя. Если мы хотим отразить оверлей от собственного центра, стоит использовать опцию Selection Center.
Если при этом включить опцию Mirror Flip, вы сможете проверить симметричность формы вашего объекта. Опция Create from Frame позволит создать оверлей из нужного кадра, не переходя на него. К примеру, вы делаете поворот головы и находитесь на позиции, где голова должна быть повернута направо. Убедитесь, что вы подготовили пивот. Выделите нужные слои. Укажите кадр, где голова повернута налево, и жмите ОК. На этом все. Надеюсь, скрипт будет вам полезен так же, как и мне, так как я использую его постоянно. Если вы найдете ему другое полезное применение, дайте знать в комментариях.